Привет, друзья! С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Сегодня у меня очень красивый, простой и, самое главное, вкусный французский десерт. Конечно же, французский, как же еще? Я вам покажу, как сделать классический французский блан-манже с миндальными орехами. Ну и, конечно, как всегда, добавлю пару-другую советов. И в конце видео покажу вам небольшой секрет, как сделать так, чтобы все ваши десерты получались просто идеально красивые. Мне кажется, мои блан-манже получились довольно симпатичные. Давайте я вам покажу, как это сделать, и я вас уверяю, это получается необычайно вкусно. Для миндального блан-манже нам надо будет миндальное молоко. У нас тут продают вот такое, если вы можете его найти у вас в магазине, обязательно берите не сладкое, легче будет контролировать количество сахара. Молока в нем, конечно, нет, тут вода, молотые орехи и загуститель. Если у вас миндальное молоко не продают, вот как его можно сделать самим на настоящем молоке. Кидаем 100 граммов миндальных орехов без кожуры в блендер. Туда же кидаем 100 граммов сахарной пудры. Наливаем 250 мл молока. И крутим это все секунд 20, пока орехи полностью не измельчатся. Переливаем готовую смесь в кастрюлю и ставим на плиту до закипания. Тем временем возьмем 300 мл жирных сливок, у меня, как всегда, 35%. Берите не меньше 30 и взбиваем их до твердых пиков, где-то вот так. Молоко с орехами и сахаром закипело, процеживаем смесь через марлю и дуршлаг, чтобы убрать орехи. Это момент чисто эстетический, точно так же, как и моя борода. Если хотите, орехи можно оставить, но тогда в вашем десерте на вид и на вкус будет зернистость. Кстати, процеженные орехи можно использовать дальше, из них можно сделать просто шикарные французские кексики фрианды. Ссылка будет где-то вот там вот в углу, или просто найдите мое предыдущее видео у меня на канале. Пока молоко еще горячее, отольем немного в отдельную посуду и добавим туда 2 чайных ложки желатина. Остатки молока ставим остывать на лед или просто в холодильник. Ждем, пока желатин расплавится, переливаем его в прохладное молоко, хорошо все перемешиваем, если получились комки, их достаем, и можно даже еще раз через мелкое сито процедить. Я желатином практически никогда не работаю, но для этого десерта решил все-таки попробовать. Так что если есть какие-то советы или замечания, обязательно пишите в комментариях. Теперь туда же добавляем взбитые сливки и хорошо перемешиваем. Если хотите более воздушный десерт, то сливки взбитые сильно не вмешивайте, чтобы в них побольше осталось воздуха. Но тогда поверхность вашего десерта получится пористая. Я нашел вот такие красивые формочки. Но можно сделать в чем есть. Если для себя делаете, делайте хоть в стакане. На вкус это никак не влияет. Заливаем смесь в формочки, выбиваем немного воздух и ставим в холодильник часов на 5-6 до полного застывания. Как я обещал в начале видео, теперь небольшой секрет. Блан-манже по текстуре получается не совсем как настоящее желе, а они больше похожи на такой очень мягкий, нежный такой миндальный творог. Кстати, делать его с миндалем абсолютно не обязательно. Блан-манже отлично получается на обычном молоке, если туда добавить какие-нибудь сладкие фрукты или ягоды, например, малину или чернику. Ну вот, так как блан-манже до такой же твердой желеобразной формы он не застывает, он остается все-таки как такой воздушный такой творог по консистенции. Как же нам его извлечь из формочки, чтобы оно все получилось красиво? Так вот, существует два способа. Первый, который работает так себе и практически всегда получается, это взять формочку и с обратной стороны ее просто окунуть в кипяток секунд на 10-15. И тогда, когда переворачиваешь, все эти десертики, они оттуда вываливаются, потому что они оттают, они вываливаются и получается вроде так бы ничего. И второй способ, который более надежный и дает вам больше контроля, это полностью заморозить ваш десерт. То есть вы берете вот это вот блан-манже, засовываете его в морозильник, и пусть он там стоит сутки, например, или с вечера до утра пусть постоит. Пока он заморожен, его можно перенести на тарелки, его можно очень красиво украсить, так как вам хочется. И потом его ставишь просто в холодильник или на стол, в зависимости от того, сколько у вас есть времени, и он там красиво растает, и получится, он будет держать ту же самую форму, но она будет очень-очень такая гладенькая, красивая, вот как в моем случае. Ну вот как бы и все, приятного вам аппетита.